Часть первая. Первая пятница. Меня зовут Константин Дмитриевич Белов. 44 года, нотариус. Пермь, улица Ленина, 17. Третий этаж, кабинет 312. Я работаю здесь 22 года. Стол у окна. Вид на угол Ленина и Орджоникидзе. Перекресток, который я знаю по каждому сезону. Летом там торгуют арбузами прямо с машины, зимой снег лежит на карнизе соседнего здания и иногда съезжает сразу большим пластом. Два кресла для клиентов. Кожаные, старые, немного продавленные в сиденьях, но за 22 года никто не жаловался. Лицензия на стене в рамке из темного дерева с подписью председателя нотариальной палаты. Кружка с отколотым краем слева. Знаю, где скол. 15 лет не режусь. Машина Делонги на подоконнике. Подарок от коллег на 40-летие. Они скинулись в тайне. Марина организовывала. Все на своих местах. 22 года подряд. Моя работа – удостоверять. Личность, подпись, намерение, факт. Я стою между документом и сомнением. Люди приходят ко мне в важные моменты своей жизни, когда передают квартиры, когда дают доверенности, когда делают завещания. Они приносят мне документы и свое присутствие, и я подтверждаю, это правда, этот человек существует, это его решение. Если я поставил печать, значит это правда, не метафора, юридическое определение. 22 года я был этой точкой подтверждения для других людей. В пятницу 23 мая в половине 11 утра моя помощница Марина Олеговна Зуева вошла в кабинет с папкой документов и сказала: «Извините, вы нотариус?» Марина работает у меня 3 года. Каждый рабочий день с понедельника по пятницу, иногда в субботу, когда накапливается. Она знает, что мой кофе американо, без сахара, средней крепости. Знает, что по вторникам у меня мигрень и лучше не планировать сложных клиентов до обеда. Знает, что я ставлю дату перед подписью. Всегда сначала дата, потом подпись, только в этом порядке. И что если у нее в черновике порядок обратный, я попрошу переделать. Она знает меня. Я решил, что это шутка. Иногда Марина шутит. Редко, сдержанно, но бывает. «Белов», — сказал я, — «тот самый нотариус». Она смотрела на меня еще секунду, не засмеялась. Кивнула, деловито, как кивают при первом знакомстве. Открыла папку и начала перечислять записи на следующую неделю. Я кивал, помечал. Когда она вышла, я не притрагивался к бумагам минуту, к тем, которые подписал до ее прихода. Потом взял. Подписи были. Мои, ровные, с привычным наклоном. Я не понял, почему проверял. Вечером я ехал домой по Ленина, потом по Куйбышева, припарковался у нашего подъезда. Поднялся на 4-й этаж, достал ключи, открыл. Наташа была на кухне, я слышал звук кастрюли. Она готовила. Я разулся, повесил пальто и достал телефон. Позвонил домой на стационарный. Привычка еще с тех времен, когда мобильная связь была дорогой. Наташа взяла трубку на втором гудке. «Алло», — сказал я. Не представился. Просто «алло». «Привет», — ответила она. «Долго сегодня?» Мы говорили 9 минут. Продукты, надо купить масло и хлеб. Ксюша собирается приехать на каникулы в конце июня. Нужно подумать о ее комнате. Батарея в прихожей потеплела раньше срока. Надо звонить. Обычный разговор. 18 лет таких разговоров. Мы разговаривали по телефону каждый вечер, даже когда жили вместе. Просто привычка держать связь. Потом пауза. «Прости, кто это?» Я назвал свое имя. Еще пауза, короче первой. «Ой, Костя, конечно, я отвлеклась, прости». Она не была отвлечена. Когда человек отвлекается,
Голос уходит в сторону, появляется фоновый шум, дыхание сбивается. Слышно, что внимание где-то еще. У Наташи не было ни того, ни другого. Она говорила прямо в трубку все 9 минут. Ровно, сосредоточенно. Именно со мной. Наташа, 42 года. Провизор в аптеке на Островского, 19 лет. 18 лет вместе, 5 до свадьбы. Она знает, что я злюсь тихо, становлюсь формальным. Я знаю, что она переживает молча, и если не отвечает больше 2 часов, это не равнодушие, а обдумывание. Мы знаем друг друга так, как знают только люди, прошедшие несколько не очень легких лет и оставшиеся. Пауза в телефоне, которую я услышал, это была не забывчивость, это было что-то другое. Я написал в рабочем блокноте. 23 мая, пятница. Марина не узнала. Наташа, пауза, 4-5 секунд. Блокнот лежит под стеклом на столе с самого начала работы в этом кабинете. Твердая обложка, линейка, уже 4-й по счету. Туда идет то, что не вписывается в документы. Расхождения, нестыковки, то, что нужно проверить позже. Нотариус живет фактами. Факт нужно зафиксировать, даже когда еще не понимаешь, к чему он относится и относится ли к чему-то вообще. Расхождение между тем, что должно быть, и тем, что есть, это всегда что-то означает. Иногда ошибка, иногда умысел. Иногда категория, для которой у меня пока нет названия. В ту пятницу я еще не знал, к какой из 3 это относится. Но уже знал, что это что-то. Часть 2. Журнал «Найди старое семейное фото», то, на котором тебе меньше 10 лет. /подпишись, поставь лайк, /посмотри на лица рядом с тобой, убедись, что узнаешь всех. В субботу я встал в 6:40, без будильника. Так у меня с детства, что-то внутреннее. 7 минут под горячим душем, американо из Делонги, яичница из 2 яиц на слабом огне. Я делаю ее медленно, без крышки, до тех пор, пока белок полностью не схватится, но желток остается живым. Наташа спала до 9. В субботу она всегда спит до 9. Это ее единственная привилегия выходного. Я стараюсь не шуметь. Я сел за кухонный стол с кофе и открыл блокнот. 23 мая, пятница. Марина не узнала. Наташа, пауза, 4-5 секунд. 2 события, 1 день. Один человек, с которым я работаю 3 года, другой, с которым живу 18 лет. В нотариальной практике совпадение – это либо случайность, которую нужно проверить, либо умысел, который нужно доказать. Третьего варианта за 22 года я не встречал. Я взял чистый лист, нарисовал 3 столбца. Человек, ситуация, реакция. Заполнил 2 события, поставил дату. Решил собирать дальше, систематически, как собирают доказательства в деле, которое пока не квалифицировано. В понедельник я пришел в офис первым, в 8. Включил компьютер, подождал, пока загрузится система. Открыл реестр нотариальных действий. 4863 записи. С 2002 года. 22 года практики. Каждый документ, который я удостоверил. Каждая печать, каждая подпись, каждый клиент. Хронологически, непрерывно. Мне нужна была запись за прошлую среду. Клиент просил заверенную копию. Я открыл нужный раздел и начал листать назад. Записи были. Вот прошлая неделя, вот позапрошлая. Потом пропуск. Большой. Я прокрутил дальше назад. Март на месте, февраль на месте, январь. Потом снова пропуск. Ровно 3 года назад. Пустота. Большая пустота. Все, что я делал за 3 последних года, исчезло из реестра. Я несколько раз обновил страницу. Открыл резервную копию на внешнем диске. Туда система дублирует данные автоматически каждые 24 часа. То же самое. 407 записей нет. Я сидел и смотрел на пустые строки реестра. Нотариус проверяет документы методично, по списку. Я начал проверять. Первая версия. Технический сбой.
Базы данных теряют данные. Это редко, но бывает. Я проверил резервные копии. 3 уровня, разные носители. Все 3 показали одно и то же. Сбой одновременно на 3 уровнях резервирования? Вероятность существует, но крайне низкая. Вторая версия. Кто-то удалил данные намеренно. Для этого нужен был административный доступ к закрытой системе палаты. Зачем? Для чего удалять именно мои записи? 407 документов, клиенты из разных сфер, без общего знаменателя. Умысел не складывался. Третья версия. Это произошло постепенно, без единого момента удаления. Записи исчезают по одной, 12 в неделю. Ни взлом, ни сбой. Что-то медленное, неостановимое. Версии одна за другой заходили в тупик. Попросил Марину принести бумажный журнал за 2022 год. Она принесла. Страницы на месте. Реквизиты заполнены. Дата, вид действия, данные клиента. Но напротив каждой записи в столбце подпись нотариуса стоял другой почерк. Не вычеркнутый, не замазанный, просто другой, незнакомый. Я взял чистый лист. Написал свое имя 15 раз подряд. У нотариуса подпись должна быть воспроизводимой. Я ее ставил 1000 раз. Сравнил с тем, что в журнале. Это была не моя подпись. Я написал свое имя на чистом листе 15 раз. Каждый раз та же петля под «К», тот же наклон вправо. Приложил к страницам журнала. Ни одна из 15 не совпала ни с одной из 407. 407 записей за 3 года, ни одной моей. Вечером я посчитал темп. Примерно 12 записей в неделю исчезает. Последняя оставшаяся запись в реестре от 14 июня 2003 года. Мое самое первое нотариальное действие. Первый рабочий день. 12 в неделю. До последней записи 34 дня. Я обвел эту цифру в блокноте. Потом обвел еще раз. 34 дня. Я убрал блокнот. Потом раскрыл снова. Обведенная цифра. Закрыл. Раскрыл еще раз. Закрыл. 3 раза, пока не смог перестать. Часть 3. Нотариальная палата. Во вторник утром, перед первым клиентом, я позвонил в региональную нотариальную палату. Попросил сверить данные по реестру. Технический сбой. Нужна проверка за последние 3 года. Женщина на той стороне перебирала что-то бумажное. Молчала дольше обычного. «За какой период вы сказали?» 2022, 23, 24. Еще пауза. Долгая. Такая, при которой обычно произносят «нашла» или «ищу». «Белов Константин Дмитриевич?» «Да». «Нотариус Ленинского района города Перми?» «Да». Долгое молчание. Шелест страниц. Потом еще пауза. «У нас за этот период нет ваших действий в системе». 407 документов, сказал я, ровно. Удостоверенные нотариальные действия за 3 года. Возможно, данные не поступили на учет. Случаются технические задержки в системе межведомственного взаимодействия. Это обязательная передача данных, сказал я. Автоматическая. Без нее моя лицензия недействительна. 407 действий не могут не поступить к вам из-за технической задержки. Пауза. Я понимаю, но в нашей базе пусто за этот период. Я попросил ее проверить еще раз. Она проверила. Пусто. Я поблагодарил и положил трубку. Система межведомственного взаимодействия. Я работаю с ней 22 года. Я знаю, как она устроена, знаю каждый шаг передачи данных. 2 раза за все время у меня была задержка, и оба раза за несколько дней все восстанавливалось с объяснением. 3 года пустоты – это не задержка, это другое. В среду вечером я ехал домой по Ленина, потом по Куйбышева. Знакомый маршрут, каждый поворот без навигатора, каждый светофор по памяти. Припарковался у подъезда, поднялся, остановился у двери. Обычная дверь, коричневый дерматин,
Ручка чуть влево, 3 замка. Третий надо тянуть на себя и одновременно поворачивать. Я делал это 1000 раз. Мышечная память. Я стоял у двери 3 минуты. Потом поднял руку к звонку, опустил. Достал ключи. Открыл. Наташа была на кухне. Обернулась только тогда, когда я снял куртку и повесил ее на крючок у зеркала. Прошло, наверное, 3 минуты с момента, как я вошел. Раньше, стоило мне открыть дверь, она выходила в прихожую. «Пришел», — сказала она. Ни привет, ни как день, просто констатация факта. Пришел. Стол был накрыт на одного. Пока я вешал куртку, она добавила второй прибор. Борщ, уже немного остывший. Мы ели молча, не напряженно, просто без слов. За 18 лет мы научились молчать вместе, и это молчание обычно бывает наполненным, общим пространством, в котором не нужно говорить, потому что ты просто рядом. Сейчас я сидел и думал, это то же самое молчание или другое, и не мог ответить. В блокноте вечером 31 день. Часть 4. Мама. В субботу я поехал к маме. Зинаида Ивановна Белова, 68 лет. Комсомольский проспект, 84, квартира 26. 3 комнаты, из которых реально используются 2. Кухня и спальня. После смерти отца в 93 году она оставила все как было. Его кресло, его полки с книгами, его шахматная доска на столике у окна. Говорит, что к вещам привыкла. Я давно перестал убеждать ее переехать в квартиру поменьше. Обычно я езжу туда раз в 2 недели, иногда чаще. Вожу продукты, которые она не может поднять сама, тяжелые пакеты с гречкой и сахаром. Иногда просто сижу на кухне, пью чай. Это важно ей и, в общем, важно мне. Я сын единственный. Она открыла дверь и остановилась. Обычно она говорит «Костя» сразу, еще до того, как полностью открыла дверь. Иногда добавляет «наконец». Это значит, что я не был слишком долго, и она немного соскучилась, хотя никогда не скажет этого прямо. Иногда отступает назад и говорит «раздевайся, я уже чайник поставила», раньше, чем я успеваю снять пальто. В этот раз она молчала, смотрела на меня. Дольше, чем нужно, чтобы узнать сына, которого видишь каждые 2 недели. Дольше, чем нужно вообще для любого узнавания. «Заходи», — сказала она наконец. Мы сели на кухне. Она поставила чайник. Рассказывала про соседку Галину Петровну со 2-го этажа. Упала в подъезде, вызывали скорую, в итоге ничего страшного, ушиб. Про то, что в аптеке сменили управляющего и теперь очереди другие, не такие, как привыкли. Обычный разговор, те же темы, что обычно. Потом она достала телефон, открыла галерею и показала мне снимок с нашего новогоднего стола. Январь, наш дом, я в синем свитере, Наташа рядом, елка за спиной. Снимала Ксюша, она всегда делала снимки за столом. «Вот смотри», — сказала мама, — «это Костя». Она показывала мне фотографию меня самого. Я сидел перед ней, живой, в пальто, которое снял и повесил в прихожей, с чашкой чая в руках, которую она только что налила. Тот же нос, те же серые виски. Я был здесь. «Мама», — сказал я здесь». Она оторвала взгляд от телефона. Потом снова уставилась в него. На ее лице было усилие, видимое физически, как у человека, который решает задачу, не желающую складываться. Сосредоточенное, почти сердитое. «Конечно», — сказала она, — «я вижу». Но порядок был другой. Сначала она узнала меня на фотографии, потом перевела взгляд на меня. Пока я пил второй чай, она достала телефон еще раз. Держала так, чтобы экран был виден только ей. Несколько секунд. Потом убрала. Я допил чай, попросил еще. Мы говорили еще час. Она спрашивала про Ксюшу, когда приедет, как учеба, про Наташу, как здоровье, передавай привет. Про работу, много народу сейчас к нотариусу ходит, она читала в газете про наследственные дела.
Все правильно, все на своих местах. На Комсомольском проспекте я остановился у светофора и просидел так, пока он не переключился дважды. Машина сзади коротко сигнала. Я тронулся. В блокноте вечером 26 дней. Мама. Узнала на фото, потом взглянула на меня. Часть 5. Клиент. Виктор Семенович Громов, 61 год. Директор строительной компании «Урал-Прометей», офис на Революции. Корпоративные документы. Первый раз ко мне в 2019, потом еще 5 раз. Всегда в одном пальто, бежевом, с темными пуговицами. Я его узнавал по пальто раньше, чем по лицу. Всегда без записной книжки. Держит все в голове. Реквизиты, даты, суммы. Точный, немногословный, платит без задержек. В прошлом ноябре он прислал мне открытку на день нотариуса. Рукописную, не распечатанную, именно написанную от руки, синей ручкой, с конкретным пожеланием. Константин Дмитриевич, спасибо за надежность, это редкое качество. Я положил ее в ящик стола, иногда нахожу случайно. В среду Громов вошел в приемную в 12:05, точно как записано. Я вышел из кабинета ему навстречу. Профессиональный рефлекс. Я всегда встречаю клиентов у двери, особенно постоянных. «Константин Дмитриевич Белов, нотариус», — сказал я. Это выходит автоматически при первом контакте, представление как часть встречи. Громов пожал мне руку, крепко, деловито. «Виктор Семенович Громов, мы договаривались на 12. Да, проходите, 35 минут. Доверенность на представительство в арбитражном суде, 2 экземпляра. Я задавал вопросы по порядку. Паспорт, полномочия, объем, срок. Громов отвечал четко, как человек, который приходил к нотариусу 6 раз и знает процедуру. Я удостоверил подписи, проверил реквизиты печати, номер, дата, мои данные. Все в порядке. Громов встал, убрал документы в папку, пожал мне руку на выходе. «Спасибо, хорошо, что в палате порекомендовали именно вас». Он пришел ко мне в 6-й раз, 6 лет. Он написал мне открытку от руки. Я сидел за столом и думал, что именно стирается, что исчезает из людей, когда они перестают меня узнавать. Не воспоминания. Марина помнит все, что я ей объяснял 3 года. Громов помнит реквизиты, которые я ему диктовал. Мама помнит все события, в которых я участвовал. Исчезает только одно – связь между этими воспоминаниями и лицом, которое стоит перед ними. Как будто кто-то снял мое имя с тех вещей, к которым оно было прикреплено, и вещи остались, а имя ушло. Документ есть, нотариус нет. Я не нашел для этого категорию. За 22 года нотариальной практики я не встречал такого прецедента. После того, как за ним закрылась дверь, я взял удостоверенный документ. Нашел строку «Нотариус», моя подпись, моя печать с номером лицензии, мои инициалы. Я написал это 35 минут назад, вот этой рукой, которую сейчас вижу перед собой. Я встал из-за стола, прошел в санузел, встал перед зеркалом над раковиной. Оттуда смотрел я, точно я, лицо, которое я вижу каждое утро. Та же складка у левого глаза, что появилась лет 10 назад и которую Наташа называет умным взглядом. Та же родинка над воротником рубашки. Серые виски, которые стали заметны лет в 40 и которые я не крашу. Это я. Я стоял и смотрел на свое лицо, пока над зеркалом не начала мигать лампа. Она мигает примерно через 20 минут после включения, что-то с контактом. Я все собираюсь попросить электрика. В один из промежутков, когда лампа гасла, долю секунды темноты, я переставал быть уверен в том, что стоит по ту сторону. Потом вспышка. Я. Конечно, я. Вернулся в кабинет, взял блокнот, написал 21 день, Громов не узнал, 6 лет, открытка. Подчеркнул 6 лет. Закрыл блокнот, взял папку с текущими делами. Фактов пока недостаточно для вывода, значит, продолжай собирать. Часть 6. Тетрадь. Я завел 2-ю тетрадь. Не рабочий блокнот, отдельную, маленькую, в клетку, купил в обед в канцелярии на углу. Туда только цифры.
Первая неделя наблюдений с 23 мая по 30. 12 личных контактов. Я считал всех. Наташа, Марина, сосед Геннадий по лестничной клетке, женщина из соседнего офиса, которая иногда просит подписать что-нибудь, кассир в супермаркете на Куйбышева, тот же 4 года подряд, знает мою карту. 10 узнали. 2 не узнали. Громов и еще один клиент с повторным визитом. Вторая неделя с 3 по 8 июня. 15 контактов. Узнали 8. Не узнали 7. Тенденция читалась без интерпретации. 17% в первую неделю не узнали. 47% во вторую. Направление одно. Ксюша позвонила 8 июня в половине 8 вечера. Я заканчивал ужин, Наташа убирала со стола. «Привет», — сказал я, не представившись. Так всегда со своими, это лишнее. «Привет». Голос живой, немного запыхавшийся. «Как у вас?» Мы говорили 11 минут. Зачет по микроэкономике. Сдала сегодня. Преподаватель принципиальный, но справедливый. Подруга Катя нашла работу в кофейне. Теперь приносит домой кофейные зерна. В конце июня планирует приехать, если не накроется сессия на пересдаче. Я слушал. Задавал вопросы. Только те, которые мог задать я. Про зачет по микроэкономике, о котором она упоминала в прошлый вторник и о котором больше никто не знал. Про Катю, которую я знаю с ее первого курса. Она отвечала, смеялась. Все нормально. Потом пауза. «Ой, подожди, это кто?» «Ксюш, это папа». Долгая пауза. Не испуганная, растерянная. «Папа? Ой, я думала, это Катя звонит. Перепутала. Я папе сейчас перезвоню». Она повесила трубку. Я стоял посреди кухни. Наташа вытерла руки полотенцем. «Все хорошо?» «Нормально. Ксюша перезвонит». Ксюша не перезвонила. Я ждал до 11. Потом написал ей. «Звонил сегодня, перезвони, когда можешь». Она написала обратно через час. «Папа, ты не звонил мне сегодня. Наверное, что-то с сетью. Позвони завтра». Поставила сердечко. Пошла спать. Я сделал снимок экрана. Журнал исходящих, ее имя, 11 минут 14 секунд. И отправил ей. Через 4 минуты. «Папа, это не мой журнал. У меня нет этого звонка. Ты уверен?» Поставила знак вопроса. Больше не написала. Я сидел с телефоном в руке. Она говорила со мной 11 минут. Спрашивала про маму. Смеялась над преподавателем по микроэкономике. Рассказывала про Катю, так, как рассказывают кому-то близкому, кто знает контекст. Она знала контекст. Она знала меня. До той секунды, когда я сказал «это папа». Я начал составлять версии. Первая. Кто-то другой звонил ей с моего номера. Проверил. У меня один телефон. Никто к нему не имел доступа. Версия не работает. Вторая. У нее провал в памяти. Она не помнит звонок. Но она помнила разговор до момента, пока я не назвался. Значит, память не провалилась. Третья версия. Она слышала меня, но в тот момент, когда я произнес «папа», связка между моим голосом и этим словом для нее не сработала. Разговор был, человека за разговором не было. Версии 2 и 3 – это одно и то же разными словами. Третьей версии не было. В маленькой тетради. 14 дней. Ксения. 11 минут разговора. Не поняла, что это я. Часть 7. Городской отдел. 14 июня в обед я поехал в городской отдел по вопросам регистрации. Стандартная процедура. Я занимался подобным для клиентов сотни раз. Паспорт, запрос, сверка данных. Очередь 8 человек. Я ждал 23 минуты. Обычный присутственный зал. Пластиковые стулья, окошки со стеклами, таблички над каждым. Запах казенной бумаги. Женщина за стойкой взяла мой паспорт 2 руками. Ввела данные в систему. Белов Константин Дмитриевич? Да. Дата рождения.
16 марта 1981. Верно. Она не отрывалась от экрана. Долго. Дольше, чем нужно для простой проверки. Ваша регистрация значится по адресу Ленина, 37, квартира 12. Это адрес моего отца, сказал я, ровно. Он умер в 98-м. С 2010 года я зарегистрирован на Куйбышева, 19, квартира 44. 16 лет. Она что-то напечатала, потом на меня, потом снова в экран. В системе стоит Ленина, 37. Я подавал заявление о смене регистрации в 2010-м. У меня хранится копия с отметкой о приеме, штамп, дата, входящий номер. Еще пауза. Она что-то открыла, что-то переключила. Потом распечатала листок, протянула мне. Это была выписка, мои данные. Адрес отца Ленина, 37. Строка ниже. Заявление о снятии с регистрационного учета не поступало. Вы можете подать повторное заявление с полным пакетом документов. Я взял листок, сложил, убрал в карман. На улице дошел до машины. Сел за руль. Взялся за рулевое колесо. Ладони были холодными. На улице 17 градусов. Я был в пальто, пришел из теплого помещения, и ладони холодные, как после часовой прогулки по морозу. Я включил обогрев сидений. Подождал. Сиденье теплое. Ладони нет. Заявление о смене регистрации. Я подавал его. У меня есть копия с входящим штампом. 16 лет, налоги, уведомления, пенсионные взносы идут на Куйбышева, 19. Это можно проверить по любому из документов. Все в порядке. А в базе адрес мертвого отца. Адрес квартиры, которую давно продали. Я поехал в офис. Подошел к двери кабинета 312. Остановился перед ней. На двери с 2010 года висит табличка «Нотариус Белов, КД». Синие буквы на белом металлическом фоне, размер А5. Я заказывал ее сам, в мастерской на Сибирской. Она висела здесь 16 лет. Двери не было, то есть дверь была, но на ней не было ничего. Чистая поверхность. Никаких следов крепления, никаких дырок, никаких следов клея или прокладок. Как будто никакой таблички никогда не существовало. Я приложил ладонь к тому месту. Дерево было гладким и теплым, как вся остальная дверь. Никакой разницы в текстуре, в температуре. Никакого следа 16 лет. В коридоре прошла Людмила из 3-го кабинета. 12 лет. Каждое утро здороваемся. Прошла, не обернувшись. В блокноте 9 дней. Часть 8. Дверь. Я вошел в кабинет, сел за стол. Кружка с отколотым краем на месте. Делонги на подоконнике на месте. Расписание под стеклом на месте. Папки с текущими делами в порядке, по числам. Все мое, все здесь. Только на двери ничего. Через 20 минут вошла Марина с расписанием на следующую неделю. Положила листок на стол. «Марина Олеговна», — сказал я, — «скажите, что произошло с табличкой на двери?» Она обернулась к двери, потом ко мне. «Какая табличка?» «Нотариус Белов, КД». Синие буквы, белый фон, металлическая. Висела здесь с 2010 года. Марина снова обернулась к двери. Ее лицо было сосредоточенным. Человек, который пытается вспомнить то, что должен помнить без усилий. То, что видел каждый рабочий день 3 года. «Я не помню, чтобы там была табличка», — сказала оно наконец. 16 лет. Тишина. «Хотите, я закажу?» — сказала она. «Быстро сделают, пару дней». Я молчал. «Напишите, пожалуйста, на бумаге мое имя». Она взяла ручку, подняла глаза. «Константин Дмитриевич Белов». Она написала, чисто, аккуратно, своим почерком. Взглянула на лист, потом на меня. В ее взгляде не было ни иронии, ни тревоги, просто вопрос. «Я закажу табличку», — сказала она. «К концу недели будет». Вышла.
Я не мог оторвать взгляда от двери, от того места, где 16 лет висело мое имя. Потом взял листок, который Марина оставила на столе, прочел то, что она написала. Мое имя, ее почерком. Потом позвонила Наташа, голос живой, немного торопливый. «Слушай, я пригласила Люду Карпову. Помнишь, я про нее рассказывала? Работаем вместе 3 года. Хочу, чтобы вы познакомились. В 7, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «Спасибо», — сказала она и повесила трубку. Я еще некоторое время держал телефон. «Хочу, чтобы вы познакомились. Я ее муж. 18 лет». Я перезвонил сразу. Она взяла трубку. «Алло?» Я молчал. «Алло, это странный номер, извините». Она положила трубку. Это был мой номер, тот же 10 лет. Тот, который я называл ей первым, когда мы только познакомились. Часть 9. Наталья Люда Карпова оказалась невысокой, быстрой, с громким смехом. Принесла бутылку вина и коробку конфет, птичье молоко, Наташины любимые, откуда она знала. Разулась в прихожей, быстро огляделась. Хорошая квартира, светло. Наташа провела ее на кухню. Потом вышла в прихожую, где я все еще стоял. Ее взгляд задержался на мне. Та пауза, я ее уже узнавал безошибочно. Эту паузу перед именем, это мгновение поиска. «Идем», — сказала она. «Это Костя». Люда обернулась и протянула мне руку. «Очень приятно. Наташа о вас рассказывала». «Взаимно». 3 часа. Люда говорила много. Про аптеку, про племянника в медицинском, про отпуск на Алтае в августе, про то, что в Перми открылся новый ресторан грузинской кухни, и там делают хинкали, которые снятся потом ночью. Мы смеялись, пили вино. Ужин был хороший. Все время я наблюдал. Наташа разговаривала с Людой свободно, естественно. Коллеги, которые хорошо знают друг друга. Ко мне тоже нормально, без натяжки. Передавала тарелки, спрашивала что-то, называла по имени несколько раз за вечер. «Костя, скажи». И «Костя, ты же был там». Но, когда Люда смотрела на меня и потом переводила взгляд на Наташу, в ее взгляде я видел вопрос, который не был произнесен вслух. Что-то она ждала от Наташи, какого-то подтверждения. Наташа давала это подтверждение, легким движением добавляя «это же Костя» в контекст фразы. Люда принимала подтверждение и шла дальше. Один раз Люда спросила меня напрямую, про работу. Я отвечал. Пока я говорил, она очень тихо, почти незаметно скосила взгляд на Наташу. Сверить, как сверяют перевод с оригиналом. Когда Люда ушла, мы убирали стол. «Хорошо посидели», — сказала Наташа. «Хорошо», — согласился я. Я мыл бокалы. Наташа убрала остатки еды. «Наташа», — сказал я, — «сколько мы женаты?» Она обернулась. 18 лет», — сказала она, сразу, без паузы. 18 сентября 2008. «Я знаю. Ты к чему?» Просто спросил. Она знала год, дату, место, ЗАГС на Советской, потом ресторан «Кама», который уже не работает. Она помнила эти факты так, как помнят паспортные данные, точно, безошибочно. Я выключил на кухне свет. Наташа ушла в комнату. Я остался у раковины в темноте. Слышал, как она двигается в спальне. Потом тишина. Легла. Я остался у раковины. Потянулся к выключателю. 15 сантиметров правее косяка. Я выключал его 1000 раз. Рука скользнула по стене. Пусто. Еще правее. Нашла. Может, 20 сантиметров. Я не помнил точно. Я стоял и слушал, как она дышит за стеной. Часть 10. Хранилище. В нотариальной палате есть депозитарий. Помещение в подвале, где хранятся бумажные экземпляры всех удостоверенных нотариальных актов за последние 25 лет. Обычно документы запрашивают через сотрудника, сам туда не ходишь. В этот раз я попросил личного доступа, сослался на внутреннюю инспекцию. Сотрудница провела меня вниз по узкой лестнице. Металлические стеллажи под низким потолком, уходящие в перспективу. Папки с датами на корешках. 2001, 2, 3, дальше.
Запах старой бумаги, легкой сырости и еще чего-то. Тяжелого, постоянного, подвального. Она принесла папки за 2022 год и оставила меня. Я открыл первую папку. Страница на месте. Реквизиты заполнены правильно. Дата, вид действия, данные клиента, печать. Там, где должна стоять подпись нотариуса, пустая строка. Не замазанная, не поврежденная, просто пустая. Как будто документ был подготовлен, но нотариус так и не пришел его подписать. Я перебрал весь папку. 42 документа. 42 пустых строки подписи. Взял ручку. Нашел в конце одной страницы незаполненное поле для примечаний. Такое бывает в старых бланках. Техническая строка. Попробовал написать свое имя. Ручка двигалась. Я чувствовал сопротивление бумаги. Легкое, обычное. Видел движение своей руки. Видел, что ручка двигалась именно там, где нужно. Поднял ручку. Нагнулся к листу. Строка была пустой. Я попробовал еще раз. Медленнее. Буква за буквой. К, О, Н, С, Т. Пустая строка. Я убрал ручку. Смотрел на пустую строку. Моя рука двигалась. Я это видел. Ручка касалась бумаги. Я это чувствовал. Легкое сопротивление, которое всегда бывает между пером и бумагой. Я чувствовал вес ручки в пальцах. 12 граммов. Я знаю, потому что это ручка «Пилот». Я купил ее 2 года назад и почему-то запомнил вес на упаковке. 12 граммов ручки. Сопротивление бумаги. Движение руки. Пустая строка. Нотариус ставит подпись. Это физический акт. Рука, ручка, бумага. Я делал это 4863 раза. Сейчас я сделал это снова. Рука двигалась. Ручка была на бумаге. Бумага осталась пустой. Сложил папки, поднялся наверх, поблагодарил сотрудницу. На улице сел в машину. Достал телефон, открыл заметки. Напечатал свое имя. Буквы появились на экране. Ровные, четкие. Константин Дмитриевич Белов. Они светились на экране. Я убрал телефон и поехал. На Комсомольском проспекте у светофора остановилась рядом белая «Лада». За рулем Сергей Николаевич Пронин, мой сосед по площадке. 8 лет я открываю с ним одну лестничную клетку. Мы говорили про машины, про трубы. В прошлом ноябре он помог мне внести в квартиру новый холодильник. 4 пролета пешком, потому что лифт не брал по размеру. Он посмотрел на меня через стекло. Ровно, вежливо, без узнавания. Загорелся зеленый. Мы разъехались. В маленькой тетради. 5 дней. Часть 11. Паспорт дома. Я достал паспорт из верхнего ящика рабочего стола. Открыл на странице с фотографией, смотрел. Мое лицо. Без сомнения, та же складка у левого глаза, родинка над воротником, линия челюсти. Такой я был в 2016-м, когда менял паспорт. Чуть моложе, без залысин, которые стали заметны потом. В остальном тот же. Константин Дмитриевич Белов. 16 марта 1981. Место рождения – Пермь. Пол – мужской. Выдан 23 сентября 2016 отделом МВД России по Ленинскому району города Перми. Все правильно. Я закрыл паспорт, положил обратно. Потом взял листок бумаги и написал на нем свое полное имя. Константин Дмитриевич Белов. Прочел. Это мой почерк. Ровный, с наклоном вправо, буква «К» с петлей. Полностью читаемо. Полностью мое. Потом написал ниже имена всех, кто за последнюю неделю не узнал меня. Список занял полстраницы. Потом написал список тех, кто узнал. Он был в 3 раза короче. Я провел черту под обоими списками. Нотариус подтверждает факты. Факт. Меня узнают все меньше людей. Факт. Из реестра исчезают мои подписи. Факт.
Паспорт остается неизменным. 3 факта, 2 группы. Физические документы меня еще содержат, память людей. Уже нет. Как будто то, что я существую, зафиксировано на бумаге, но из живой памяти уже убрано. Я сложил листок, убрал в верхний ящик стола рядом с паспортом. Взял телефон, набрал Ксению. «Папа!» Сразу. Тепло, живо. «Привет, Ксюш!» «Привет! Все хорошо у вас?» Мы говорили 17 минут. Курсовая по финансовому анализу, срок сдачи послезавтра. Спрашивала про маму, все ли нормально с давлением, мама жаловалась. Спрашивала, когда я приеду, мы не виделись с апреля. Перед тем, как повесить трубку, пауза. «Пап, ты что, болел? Я 2 недели не могла до тебя дозвониться». «Я звонил тебе в прошлый четверг», — сказал я. «В четверг? Нет, в четверг ты мне не звонил, я бы помнила». Я открыл журнал вызовов, прокрутил к четвергу. Исходящий вызов. Ксения Белова. 11 минут 34 секунды. Вот он, вот время, 17:23. «У меня в журнале есть этот звонок», — сказал я. 11 минут и 34 секунды. Пауза. «Папа, я говорю тебе, ты мне не звонил». Я закрыл журнал. «Хорошо», — сказал я. «Увидимся скоро». Убрал телефон, взял маленькую тетрадь. Открыл с первой страницы. Первые страницы – мой почерк. Ровный, с наклоном вправо, буква «К» с характерной петлей снизу. У меня так с детства, меня пытались переучить в школе, не вышло. Я листал дальше. Страница 22. Дальше другой почерк, чуть более вертикальный, а закрытая, поля ровнее. Записи те же, факты, даты, цифры. Но рука другая. Я не помню, когда это изменилось. Листал назад. Страница 20, страница 19. Ни на одной из них не было момента перехода. Просто на 22-й почерк был уже другим. Это происходило постепенно, незаметно. Пока я вел записи, не замечал. В тетради 2 дня. Часть 12. Ксения. На следующий день я поехал в Екатеринбург. Трасса Р-242. 4 часа в одну сторону. Я выехал в 8 до утренних пробок. Ехал молча, радио не включал, просто ехал. Дорога знакомая, поворот под Кунгуром, объезд через Первоуральск, потом Екатеринбург начинается постепенно. Сначала промышленная окраина, потом жилые кварталы, потом центр, где движение другое, плотнее. Ксюша жила в студенческом общежитии на Мира, корпус 4. Я знал дорогу, был там на 1 сентября, потом на Новый год, потом в апреле на день рождения. Припарковался у входа, написал ей «Приехал». Она вышла через 3 минуты, в куртке нараспашку, с телефоном в руке, волосы не прибраны, утро. Увидела меня. «Папа!» Она обняла меня. По-настоящему, неформально. Я почувствовал ее руки, куртку, тепло, реальное и конкретное. «Что-то случилось?» – спросила она. «Нет, просто захотел увидеть». Она улыбнулась. Мы поднялись к ней. Небольшая комната, 2 стола, 2 шкафа, окно во двор. Книги, зарядки, посуда на подоконнике, маленький кактус, которому лет 5 уже. Она поставила чайник. Мы разговаривали 2 часа. Она рассказывала про учебу. Курсовая, срок послезавтра, она не спала нормально 3 дня. Про преподавателя по анализу данных, который умеет объяснять так, что хочется думать, а не просто сдать. Про Катю, которая влюбилась в кого-то с параллельного потока и теперь все время говорит об этом. Называла меня папа. Спрашивала про маму, про соседа Пронина, почему-то всегда спрашивает про Пронина с 1 курса, после того, как 1 раз поговорила с ним у лифта. 2 часа она знала, кто я. 2 часа я смотрел на нее и думал. Вот человек, который не потерял меня. 19 лет, с тех пор, как она родилась, я был ее отцом. И 2 часа она это знала. Говорила со мной как с отцом. Задавала вопросы, которые задают только отцу. Смеялась над моими плохими шутками.
Так же, как смеялась всегда, со своим характерным «пап, но это не смешно», перед тем, как засмеяться. Я подумал, значит, близкие узнают дольше. Значит, там, где много лет совместной памяти, процесс идет медленнее. Из Марины он ушел быстро, 3 года. Из Громова 6 лет, но тоже ушел. Из мамы 68 лет, и она видит меня на фотографии раньше, чем в лицо. Из Наташи 18 лет, и она пока узнает, но с задержкой. Из Ксюши 19, еще держится. Я не знал, сколько у нее осталось. Я думал, может быть, все это неверно интерпретировано. Может быть, тенденция, которую я читал в своих таблицах, была выборочной, нерепрезентативной. Ксюша знает меня. Вот она, живая, с кружкой в руках. Вот я. Потом открылась дверь, и вошла девушка. Высокая, волосы в хвосте, с пакетом из магазина. «Привет», — сказала она Ксюше. Потом обернулась ко мне. Вежливо, нейтрально. «Добрый день». «Привет, Кать», — сказала Ксюша. «Это...» Она остановилась. Посмотрела на меня. Потом на Катю. Потом снова на меня. На ее лице было усилие. Видимое. Физически видимое, как у человека, который пытается вспомнить слово, которое знал все свое сознательное время. Самое простое, самое первое слово. «Это гость», — сказала она наконец. «Кать, я сейчас». Она вышла со мной в коридор, встала напротив, смотрела на меня. В ее глазах было что-то узнающее и одновременно ускользающее, как луч, который захватываешь боковым зрением, а когда поворачиваешь голову, его уже нет. «Папа», — сказала она тихо, как вопрос. «Я здесь, Ксюш». Она кивнула. Больше ничего не сказала. Я спустился вниз один. Вышел. Сел в машину. Дождь начался под Кунгуром и шел всю оставшуюся дорогу. 4 часа. Я включил дворники на средний режим. Фуры справа давали брызги. Я каждый раз чуть притормаживал и снова набирал скорость. Движение и еще раз движение. 4 часа. В тетради потом. Первый день. Часть 13. Последняя запись дома. Наташа спала. Я разулся в прихожей, не включая свет, выпил воды, пошел в кабинет, сел за стол, включил ноутбук. Открыл реестр нотариальных действий. Одна запись. 14 июня 2003 года. Удостоверение доверенности. Соколова Раиса Петровна. Мое первое нотариальное действие. Первый рабочий день. Мне было 22 года. Я только получил лицензию и боялся сделать что-нибудь не так. Помню, что перед этой встречей грел руки о кружку с чаем. Они были холодными. Помню, что подпись вышла твердой. Я специально следил за рукой, не хотел выглядеть нервничающим. Соколовой тогда было, наверное, 55. Она была спокойной и деловой. Подписала все быстро, сказала «спасибо, молодой человек» и ушла. Я нашел Соколову в справочнике. Раиса Петровна, Комсомольский проспект, 78 лет. Позвонил. Взяла трубку после 3-го гудка. Голос бодрый, немного настороженный. «Раиса Петровна, добрый вечер. Прошу прощения за поздний звонок. Я звоню из нотариальной конторы на Ленина. Вы оформляли доверенность в 2003 году на дочь в связи с продажей квартиры». Пауза. Она вспоминала. «Да», — сказала она медленно, — «помню. Нам с дочерью нужна была доверенность. Продавали квартиру на Горького. Это у первого, что ли, нотариуса?» «Вы помните нотариуса, который работал с вашим делом?» Долгое молчание. Потом. «Помню. Молодой. Наверное, первый день у него был, или первые дни. Видно было, что еще только начинает, но делал все правильно, аккуратный. Руки у него твердые. Это я запомнила, потому что обычно, когда человек нервничает, рука дрожит. А у него нет. Выдержанный. Вы помните его имя?» Долгая тишина. «Странно», — сказала она. «Лицо вижу. Темные волосы, без очков, в сером пиджаке. Серьезный такой пиджак для молодого. Но имя... Это же 23 года назад. Столько лет». «Понимаю», — сказал я. «Спасибо вам». «Подождите», — сказала она. «Я еще поищу. У меня должна быть копия доверенности где-то, в папке со старыми документами. Там имя нотариуса будет. Но папки я не знаю сейчас, где они.
Вы можете в другой раз позвонить?» «Не нужно», — сказал я. «Все в порядке. Спасибо. Спокойной ночи». Я положил трубку. За окном кабинета фонарь у соседнего подъезда, желтый, мигает примерно через каждые 7 секунд. Так уже 3 года. Я давно перестал его замечать. Сегодня заметил. Я сидел в темном кабинете и думал о том, что значит помнить человека. Раиса Петровна Соколова помнит молодого нотариуса с твердыми руками. Помнит серый пиджак. Помнит, что он нервничал, но делал все правильно. 23 года, и она помнит это. Ее память о той встрече живет. Только имя нет. Только имя исчезло. Что исчезает первым? Имя, потом лицо. Сначала отвязывается имя от лица, потом лицо от воспоминания, потом воспоминания от человека. Я думал, если моя дочь завтра увидит меня и не узнает, что именно пропало? Не она остается. Не воспоминания о совместных годах, они остаются. Просто нить, которая соединяет ее воспоминания с человеком, который стоит перед ней, оборвалась. Нотариус удостоверяет. Я удостоверял других. Некому удостоверить меня. 22 года я был той точкой подтверждения, которая превращает намерение в факт. Каждая печать означала «это правда». Теперь кто-то методично стирает мое имя с тех печатей, по одной, по 12 в неделю. Завтра последняя. В реестре оставалась одна запись. До утра одна. Я закрыл ноутбук, погасил лампу, пошел в спальню. Лег рядом с Наташей, не касаясь ее, просто лег. Слышал, как она дышит. Ровно, глубоко. Спит крепко, как всегда. За окном желтый фонарь. Мигает через 7 секунд. Часть 14. Утро. Утром в комнате стало светлее. Наташа уже не спала. Я слышал ее на кухне, звук кофемашины, звук открытой и закрытой дверцы холодильника, потом тишина, потом снова звук кружки о стойку. Обычное утро, обычные звуки. Я встал, умылся, остановился перед зеркалом. Мое лицо, складка у левого глаза, родинка над воротником, серые виски. Все то же, что было вчера и позавчера и 20 лет назад, в меньших количествах. Вышел на кухню. На столе стояли 2 чашки. Наташа стояла у окна с одной из них. Смотрела во двор. Там береза, которую посадили в год постройки дома. Она уже выше 4-го этажа. Ее видно из нашего окна с момента, как мы въехали. Наташа обернулась, когда я вошел. Она смотрела на меня. В ее лице была та работа, та видимая работа памяти, которую я уже умела распознавать безошибочно. Человек, который знает, что должен узнать, и почти узнает. Человек, который ищет слово, простое, первое, самое свое. Потом она взяла 2-ю чашку, протянула мне. Я взял. Фарфор теплый, немного шершавый у ободка. Это ее чашка, большая, с синим цветочным рисунком. Наташина чашка, не моя. Моя кружка с отколотым краем стояла на подоконнике у машины. Она дала мне свою. Мы сели за стол напротив друг друга. Я держал чашку 2 руками. Кофе был горячим. Тепло шло через фарфор равномерно, в пальцы, в ладони. Ладони потеплели. За окном двор. Береза в утреннем свете. Воробей на подоконнике снаружи, маленький, серый, сидит и смотрит внутрь. Июньский свет, ранний, ровный, без теней. Такой бывает только часов в 6, потом все меняется. Наташа протянула руку через стол, положила ладонь на мою. Ее рука теплая, живая. Я почувствовал ее точно. Каждый палец, тепло кожи, шершавый край указательного пальца справа. Она снимает кожу, когда нервничает. Делает это с тех пор, как я ее знаю. 18 лет этот шершавый край. Я знаю его на ощупь, не глядя. Я не знал, знает ли она, кто я. Я не знал, важно ли это, в том смысле, в каком я всю жизнь думал, что важно. Документ, подтверждение, печать. Это правда. Я достал телефон. Открыл реестр нотариальных действий. Одна запись. 14 июня 2003 года. Соколова Раиса Петровна.
Доверенность. Я смотрел на нее. Потом она исчезла. Реестр был пустым. 4863 нотариальных действия нет. 22 года. Каждый документ, каждая печать, каждая подпись. Пустой. Я закрыл телефон, положил его на стол, взял чашку, сделал глоток. Кофе был горячим. За окном воробей слетел с подоконника. Береза стояла. Свет был тот же, ранний, ровный, без теней. Наташина рука лежала на моей. Я не убрал руку. Она сжала мою ладонь один раз, тихо. Точно так, как всегда, когда не было слов. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один, в темноте.